Ну, просто 174, как я могу судить, я глубоко там статистику не копал официальную, но понятно, тут вряд ли подводят субъективные ощущения. 174 статья все-таки гораздо более ходовая из всех названных, то есть о возбуждении религиозной и национальной розни. А из перечисленных статей, наверное, такая самая опасная и с большими сроками лишения свободы, и в то же время достаточно ходовая, 256 статья «Пропаганда терроризма». Ну, в общем-то, все перечисленные статьи спецдокладчиком, они постоянно и регулярно законодателем ужесточались, и ужесточение выражается не только в увеличении наказаний, сроков лишения свободы, запрете на условное осуждение, но также и все в более и более размытых формулировках диспозиций этих статей под описание этих преступлений при желании можно потянуть все что угодно. Наверное, ну как, не упирается в официальную статистику, потому что при желании-то она достаточно легко доступна, там, по крайней мере для юристов, посмотреть на портале правовой статистики, сколько лиц осуждены в этом году по такой-то статье, это несложно. Вот. Здесь необходимо, конечно, смотреть на конкретные случаи, какие лица осуждаются по этим статьям. Какое-то время назад, около 2 лет назад, когда СМИ разослали пресс-релиз о задержании группы религиозных экстремистов Комитетом национальной безопасности, я для себя как-то вот помню, даже я, будучи адвокатом, там разделяя правозащитные взгляды, я где-то вот в душе эту новость оценил как позитивную. Ну вот замечательно, там комитет работает, там, да, как-то бережет наш покой. Через некоторое время, где-то через полгода, я встретился с женой одного из подозреваемых, правильно уже на тот момент обвиняемых, поскольку уже судебный процесс начался, я ее проконсультировал по текущему делу, и я был в ужасе, что людей судили на основании просто тупейших, я это слово не побоюсь, заключений экспертов, специалистов, ну, людей, которые так называют себя, которые просто нашли грязь из-под ногтей и на ровном месте натянули сову на глобус. Вменили, то есть исказили так смысл слов людей, которые они произносили, писали, так, словно они, в общем, занимались такой пропагандой терроризма, экстремизма, призывали к национальной, религиозной розни. Вот. И тут когда ко мне пришло это осознание этого происходящего кошмара, мне стало стыдно за свои мысли. Вот. И я подумал, что если я, да, адвокат по уголовным делам, да, ну, все равно поверил в эту официальную публикацию, то есть насколько далеко наше общество от правильной оценки вот этих действий властей в борьбе с экстремизмом и терроризмом. На самом деле вот эти вот финансовые ограничения в отношении экстремистов это еще не самое страшное, потому что в отношении так называемого религиозного экстремизма правоохранительные и специальные государственные органы вообще не чувствуют себя связанными зачастую какими-то вот базовыми правилами, такими, что ли, поведения в отношении такой беловоротничковой преступности и какой-то повседневной и некриминальной преступности. С ними, такими лицами, которых называют религиозными экстремистами, правоохранительные органы, зачастую вообще не церемонятся, и пытки – это достаточно распространенное явление, начиная с момента задержания таких лиц и вплоть до их содержания в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Поэтому спектр вот таких вот посягательств на права человека, он очень широкий, и то есть это давление вот экономического, там, социального давления на работодателей таких лиц, на их доходы, то есть такое социально-экономическое давление, да, и вплоть до такого политического преследования, уголовно-правового и вплоть до, в общем-то, физических наказаний, пыток и жестокого обращения. Вот совсем не со всеми этими, далеко не со всеми, конечно, этими вещами знакомо общество, широкие его круги, кроме тех вот лиц, которые регулярно с этим сталкиваются в силу скорее адвокатской правозащитной деятельности и разве что семьи этих лиц, страдающих вот таких необоснованных преследований. Один случай я этот описал, да, когда мне стало совестно после вот, общения с женой обвиняемого. В конце концов, кстати, его осудили несправедливо. Вот. Я думаю, что на самом деле таких случаев много. Почему? Просто, может быть, я там не так много их знаю и встречаю. Тут надо признать, что зачастую эти лица находятся на обочине социально-экономической жизни и им зачастую просто недоступны финансово услуги адвоката. И эти лица плюс еще и страдают от отсутствия нехватки такой качественной юридической помощи. Вот. В общем, такой спектр, комплекс их проблем очень чрезвычайно широкий. Мне даже кажется, вопрос, к сожалению, я боюсь даже не в том, что тема эта табуированная там в СМИ, у журналистов. Я очень сильно боюсь, что подчас эта тема просто не находит интереса у общественности. Понятно, он пишет про то, что людям интересно и то, что читается. Вот. А здесь, наверное, проблема очень во многом связана с тем, что у нас общество здесь не то чтобы расколото, но как-то, в общем, тут как кружок по интересам. И многие просто не понимают кошмара происходящего и вот этих зачастую несправедливых отношений там, гражданских активистов, каких-то лиц, которые считаются, что исповедуют нетрадиционные религиозные течения. И вот наблюдал, да, что даже такие вот, ну, вроде бы подобные открытые процессы, они особого интереса такого у публики не вызывают, как, скажем, какие-то громкие резонансные дела с участием известных чиновников, банкиров, там, или какие-то кровавые дела. На самом деле блокировки, надо признать, все равно они достаточно действенные. К примеру, я сам испытываю постоянно эту там проблему банального. Ладно, хорошо сейчас там, да, перестали власти этими глупостями заниматься и блокировать Facebook, Instagram. И как видите, режим от этого не пал. Но вот банальная проблема там в первую очередь, которую лично я замечаю, да, там не могу зайти на Медузу, на сайт этого СМИ, вот, и это ведь связано с какой-то публикацией Медузы о положении дел русского этноса в Казахстане, и которая там, по мнению какого-то суда, вот как раз-таки сочтена, вот ее характер таким экстремистским. Мне кажется, это, помимо того, что это просто несправедливо, незаконно, а, мне вообще, в принципе, кажется странным такой несоразмерный ответ вместо
там блокировки, удаления какой-то конкретной статьи, там линка, да, на конкретную статью, блокировка всего новостного ресурса. Вот эта борьба с экстремизмом, она в конечном счете задевает каждого гражданина в итоге. Другое дело, конечно, что это было как-то заметнее там в позапрошлом, в прошлом годах, когда это уже касалось каждого гражданина в стране, когда население начало жаловаться даже на то, что вечером дети не могут посмотреть мультфильм на Ютубе. Вот. Как только этот законопроект даже начал разрабатываться по поводу лишения гражданства, могу к своей заслуге отнести то, что я, по-моему, первым вообще заговорил об этом, и там первоначальные предложения, если не ошибаюсь, Министерства юстиции, они вообще звучали безумно по такому широкому применению лишения гражданства. Вот. А, И впоследствии там это как-то еще хоть гуманизировалось в итоге в окончательном законе. Мне неизвестны случаи, будет очень интересно, если вы, Анара, поделитесь такими, чтобы суд хоть раз кому-то назначал при приговоре суда лишение гражданства. Я думаю, то, что эта мера вот одна из тех, где таких чрезмерных, где власти вот уже просто не знали, что еще придумать для борьбы с своими потенциальными оппонентами. На самом деле, ну и тут юмор еще ведь в чем? А, По крайней мере, законодателю хватило ума это лишение гражданства не рассовывать по Уголовному кодексу налево-направо, как санкцию. И в большинстве случаев, там, я не, вот, там, не помню точно, но насколько я помню, эта санкция все-таки применяется, как правило, при особо тяжких преступлениях и, соответственно, со сроками лишения свободы свыше 12 лет. Учитывая отсутствие там, возможности у лиц осужденных таких еще и на условно-досрочное освобождение, то там при сроках там по 10, 15 и больше лет лишения свободы, то такой вопрос еще не скоро встанет, если даже и появятся такие осужденные. Но мне кажется, и я надеюсь, по крайней мере, что судам и властям в целом, да, когда мы говорим казахский суд, это неразрывно, конечно же, с исполнительной властью. Но я надеюсь, что хватит разумности. Я прошу прощения, я все время тут улыбаюсь. Это, конечно, я повторю, смех и грех. Тут вообще ситуация и печальная, и одновременно веселая. Дело в том, что вот эту часть проблемы вы-то уже осветили. Хорошо, человек отсидел свои там 10 лет, он вышел, и он больше уже не гражданин. Ладно, ну, в тюрьме, по крайней мере, этот вопрос решается. А что делать с человеком, у которого нет гражданства? Потому что эта ситуация, она в первую очередь недозволительна для цивилизованной страны с точки зрения международного публичного права, поскольку лишение гражданства, оно в международной практике применяется крайне редко, и в исключительных случаях, там и в развитых странах это всегда подвергается разумной критике, и оно применяется в отношении бипатридов и лиц, которые имеют двойное, тройное и там, гражданство. Поскольку взять и лишить человека гражданства полностью невозможно. В Казахстане, как известно, двойное гражданство Конституцией запрещено, и в случае лишения гражданства гражданин Казахстана останется без какого-либо гражданства. Вот. И это неадекватная абсолютно политико-правовая ситуация. Я думаю, власти потихоньку поняли, что, в общем-то, надеюсь, и судебные органы, что до добра такие приговоры не доведут, и они отрицательно, конечно же, скажутся. Ну, мне, честно говоря, эта проблема такой кажется, ну, не то чтобы надуманная, да, но пока, ну, скажем, вот с такой правозащитной точки зрения не такой актуальной в сфере вот, антиэкстремистской политики властей, как
скажем, вот проблема с такими мифологическими заключениями экспертов по этим статьям, применять это наказание и потихоньку, я думаю, тихо-тихо. Конечно, нет, конечно, нет, вы не то что простого человека, вы любого юриста определение экстремизма. Вот вы в начале интервью задали мне вопрос, ну и для меня это определенные даже затруднения вызывает, поскольку у меня не такая богатая практика работы по этим статьям. Вот. Поэтому какая-то вот такая повестка перед нашим обществом в широком смысле слова, даже перед думающей его частью пассионарной, она не стоит. Хороший вопрос. Не знаю, честно говоря, наверное, только преданным фанатам. Не хотелось бы вас разочаровывать, но я что-то очень пессимистично настроен. Это что-то, знаете, для общества это, по-моему, больше такая какая-то академическая повестка. Ну, наверное, для них это такой, как, наверное, знаете, это вот как сериал «Рассказ служанки». Это как вот такой сейчас известный, популярный, это как предупреждение, как легко может демократический режим, да, мигрировать там, в тоталитарный. Вот. Соответственно, мне кажется, если вы смотрите такое интервью в развитой стране, мне кажется, это должно в первую очередь вызывать радость и как-то ощущение ценности своих политических прав и свобод гражданских. Нет, ну, если что-то обращаться к нашим гражданам, то я бы в первую очередь призвал бы их искать альтернативные источники информации, начиная, наверное, все-таки с моего любимого Фейсбука и в среде каких-то там, сайтов неправительственных организаций, среди СМИ либерального толка, вот, о политике борьбы с экстремизмом, поскольку, в общем, как это преподносится в СМИ, там не только официальных, да, но поскольку информация это поступает односторонняя, и, в общем-то, если нам сегодня рассказывают, что задержали каких-то адептов нетрадиционного религиозного течения благодаря замечательной там спецоперации силовиков, то вполне вероятно, что на самом деле там пострадали невиновные люди. И такая вероятность гораздо выше, чем если ловят какого-то условного другого преступника, грабителя, разбойника, убийцу, насильника, вора. Вот, то тут, к сожалению, вероятность нарушения прав человека, она гораздо выше. Нет, конечно, однозначно нет. Это мне сейчас напоминает вот ситуацию с оправданием обвиняемого в педофилии в Усть-Каменогорске судом присяжных. Его уже второй раз оправдывают фактически присяжные, и у меня гораздо больше доверия к своим согражданам, чем к профессиональным судьям. Вот. Это у меня создает впечатление такой, как минимум того, что это решение выстрадано согражданами там, моими, и скорее невиновностью действительной, да, этого лица. Вот. Тем не менее, мы же видим, что в обществе тут оно его уже однозначно осудило, что этот человек виновен, и вот это вот внезапно свалившееся на народ доверие к правоохранительной системе, оно меня просто потрясает и вымораживает. И, наверное, надо признать, что когда, опять же, задерживают там и осуждают там лиц и по обвинению в каком-то там религиозном экстремизме, национальной розни, то очень часто общество рукоплещет и не догадывается, что за этим скрывается беззаконие и несправедливость. Учитывая то, что значительное количество там этих преступлений просто откровенно надумано,
сотрудниками правоохранительных и специальных государственных органов, которые желали просто выслужиться и заработать там очередные звездочки на погоны. А, А те лица, которые там действительно, может быть, виновны в возбуждении розни, каких-то других составах, в развитых странах получили бы гораздо меньшие сроки и лишения свободы или наказания, не связанные там с этим. Вот. То, конечно, тут решение проблемы, наверное, состоит в том, чтобы не вызывать чрезмерного ожесточения этих людей и все-таки гуманизировать законодательство по отношению к ним и при этом как-то, в общем-то, пытаться этих людей все-таки исправлять и социализировать, на что и должна быть, конечно же, направленная система исполнения наказаний. Заключенные тоже люди,